Сначала варю суфле для торта. 2 яйца, щепотка соли, сахар 150 грамм. Крахмал 2 столовые ложки, ванилин, цедра 1 лимона и столовая ложка лимонного сока. И 500 миллилитров молока. 500 миллилитров молока. Ставлю на плиту. На среднем нагреве при постоянном помешивании довожу крем до кипения. Закипел, сразу выключаю нагрев, но продолжаю активно помешивать, потому что крем еще варится. И снимаю с плиты. Посмотрите, какой пышный получился крем. Небольшой совет. Когда в яйца добавляете сахар, взбейте миксером. И тогда масса получится такая воздушная. Даже когда вы добавите молоко, она не осядет. Посмотрите, какой воздушный крем у меня получился. Этот крем уже не нужно взбивать. Будет воздушное, нежное, сливочное суфле. Очень-очень вкусно пахнет ванильно-лимонным кремом. Холодное сливочное масло 100 грамм. Можно добавить 50 грамм. Все по вашему желанию. Рецепт этого позволяет. И последний ингредиент — это желатин. 50 мл воды теплой, добавила 10 грамм быстро растворимого желатина. И пока я занималась кремом, он у меня набух. Смотрите, какой стал. Ух ты, как сильно набух. Такой. Отправляю его в крем. И перемешиваю, пока желатин не растворится полностью. Я подготовила силиконовую форму, буквально слегка смазала ее растительным маслом. Размер формы 24 сантиметра диаметром и 6 глубина. И весь крем отправляю в форму. И отправляю в холодильник на несколько часов. 3 яйца, щепотка соли, начинаю взбивать. Яйца взбивала минуту. Они хорошо перемешаны. Теперь можно добавить сахар 90 грамм. Яйца взбиты достаточно, когда какое-то время на поверхности остается рисунок. Если яйца вы взбили таким образом, то разрыхлитель класть тесто уже не нужно. Мука 60 грамм, какао 30. Аккуратно перемешиваю, чтобы не осадить взбитые яйца.
Объединяю между собой сначала, перемешиваю. Затем добавляю немножко теста и отправляю в общую массу. Разъемная форма диаметром 24 сантиметра. Дно затянула бумагой для выпечки, ничем не смазываю. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку выпекать минут на 20-25. Но здесь уже все зависит от вашей духовки. Бисквит готов, выпекался ровно 20 минут. Даю бисквиту полностью остыть. Бисквит остыл. Суфле тоже застыло. Смотрите, я прямо блюдо поставила на миску с горячей водой. И оно нагрелось и согрело форму. И теперь проверяем. Смотрите, как хорошо отходит от формы. Теперь можно бисквит перевернуть. Размерами они у меня должны совпадать.